Привет, путешественники! Всем привет! Ну что, это очередной выпуск Picard Travel Show, значит, сегодня мы расскажем о новой пятерке отелей, в которые вам стоит побывать, ну или не стоит, в зависимости от того, трэш это отель или нет. Найдем ли мы сегодня крысу, узнаем скоро. Сегодня в выпуске. Сегодня нас ждет Now Boutique отель, Valencia Da Nang Beach, Selina Hotel and Apartment, Menora Grand Da Nang и Night Sky Hotel. Ну что, с первой начнем. Поехали! Now Boutique отель. Ну что, это такие апарты, по большей части, чем отель. Приятно находиться, во всех почти номерах есть кухня, где можно что-то к себе приготовить, и довольно неплохо. То можно сказать про номер. Номера разные, они все с окнами, но вопрос в том, куда выходят эти окна. Одни из номеров прям в стену Соседнего здания. Да, у тебя окно, и тут же примерно в 15 сантиметрах у тебя уже идет стена, в которую и смотрит это окно. То есть темно, только свет. Но в целом, если вы выберете номер с хорошим освещением, с окном на улицу, будет реально классно. То есть номера очень хорошие, просторные, кровати большие, есть чай, чайничек. Чай именно такой листовой, то есть приятный по вкусу. Кондиционеры работают нормально, даже иногда холодно было. Есть где-то ванная, где-то душ. Ну, прикольно. Мне очень понравилось. Ну да, начинается с того, что вам приносят welcome drink, приветственный напиток, и к нему фрукты. Это dragon fruit и арбуз. А единственная, наверное, проблема для меня это была от отеля, когда ты привыкаешь к отелям 20 квадратных метров, тяжело проходить 40 метров от окна до двери. Да, хочется позвать дворецкого или швейцара, чтобы открыл дверь, либо кнопочку нажать, не вставая с кровати. Каждый раз вставать и вот это чесать через номер. Вот, а так все комфортно, да, вот есть даже халаты, воду наливают в бутылках. Единственная проблема, мы приехали уже в конце сезона, и бассейн уже, можно сказать, не работал. То есть окунуться, конечно, можно, но вода уже грязноватенькая была, спортзал не работал, наверху у них на крыше есть бар, тоже, который уже был закрыт. Но очень приятно, если вы будете в сезон, я думаю, очень круто. Все номера чистенькие, ремонт такой свеженький, да, есть потертости, но они прям такие незначительные. Очень приятно находиться. Есть семейные трехкомнатные, получается, номера, 2 спальни, 1 гостиная с кухней. И если вы такой большой или небольшой компанией приезжаете, прям приятно находиться. Мне прям очень зашел. Единственная проблема — это далековато от моря. 20-30 минут. Да, он идет прям, надо выйти на центральную улицу, завернуть от центральной улицы, то есть в таком аппендиксе находится. Но если вы передвигаться будете на такси, либо еще как-то, то в принципе, либо будете жить, допустим, на долгий срок, прям хороший. Да, отличный вариант для долгого срока. В номерах некоторых есть даже кухни, можно, соответственно, готовить самостоятельно. Находится он, как сказал Артем, в долине от туристической зоны. Но, в принципе, пешей доступности в течение получаса можно дойти. Либо он находится на основном шоссе. Соответственно, тоже удобно добираться в любую часть города на автомобиле, либо там же останавливается автобус общественного транспорта. Ну что, давай оценим. Я бы поставил его 7. Не, я бы поставил побольше, несмотря на то, что отдаленность, но пребывание, комфорт, если еще на будущее, что там все работает, бассейн и так далее, мне прям зашло, я бы 9 поставил, прям приятно. Отлично. Ну что, поехали дальше. Не забывайте, 1 число уже приближается, а значит мы разыграем очередные проходы в бизнес-зал. Под этим выпуском вы напишите свой комментарий, по которому мы и разыграем проход в бизнес-лаунж. Также не забывайте поставить лайк и подписаться на наш канал. И телеграм-канал, где мы опубликуем как раз победителя нашего розыгрыша. Да, мы завели телеграм-канал, кстати, где мы публикуем какие-то интересные предложения. Недавно было Пхукет, Москва. За $100. Да, $100. 10 тысяч рублей с багажом. Так что чтобы билеты, прямой экскурсии бывают, так что переходите, QR-код где-то здесь появится, посмотрите, реально прикольно. И следующий у нас Валенсия Да Нанг Бич. Отель, где мы искали крысу, но так и не нашли. Очень много негативных отзывов, и из одного из них мы даже не забронировали этот отель в прошлом году, потому что я категорически сказал нет.
В отеле живет крыса, которая заползает в номер и ест ваши снеки. То есть вы купили сушеное манго и кеши, очень знаменитые продукты во Вьетнаме, и она его съела. Как было у одних постояльцев этого номера, но походу в отеле прошел недавно ремонт, потому что номера все подкрашенные, чистенькие, и мы крысу, слава богу, так и не нашли. В целом, реально неплохо. Находится в удобном месте, в туристическом районе. А да, есть какие-то моменты по ремонту, в плане что-то подкрасили, что-то сделали, но какие-то плиточки на потолке, допустим, сломанные, еще что-то. Номера разные, есть какие-то большие, есть маленькие, то есть в зависимости от того, какой забронируете, в тот номер и вас заселят. Единственная проблема, то, что как-то не очень комфортно пребывание, по крайней мере, мне было. Вроде все хорошо, но тесноватенько. Ну да, есть такой момент. То есть, если хочешь побольше, можно вот семейный номер, там, соответственно, уже цена будет. Потому что мы заселялись в номер за $13, где-то у нас в сутки получилось 1200 с чем-то рублей на тот момент. Здесь бассейна нет, Да. спортзала нет. В номерах вот эти темные плиты, Темная комната. темные комнаты, да, которые, ну, реально комфорта пребывания не очень. И им надо вот как-то осветлить. Тогда будет хорошо. Есть номера тоже без окон вообще, ну, и причем написано на дверях VIP. И я такой, дверь была открыта, я смотрю, там либо сотрудник, либо кто лежит. Массажная комната раньше. Ну, может быть. Но около квадратов 9, наверное, или меньше даже, наверное. Комната удовлетворения потайных желаний VIP-клиентов. Возможно. Ну что, сколько ставишь? Ну, я 6-7-7, наверное, поставил из-за расположения, и у меня, наверное, знаешь, когда ожидаешь худшего, получаешь нейтральное, все-таки у тебя немножко приподнимается оценка. Потому что я искал 2 дня крыс, и, слава богу, не нашел. Не, я 6 поставлю, нет бассейна, нет спортзала, да, удобная локация, но есть за эти деньги получше. Не забывайте, все отели мы бронируем по ссылке в описании, точно так же, как и... Авиабилеты. Так что переходите и бронируйте. И следующий у нас Селина отель и апартмент. Это апарт-отель, из которых 3 номера, это апартаменты. Там внизу на ресепшене прям написано, что в 3 номерах есть кухня. Очень приятное расположение, тоже в туристической зоне, на этой же улице рядом с предыдущим отелем. Ведь все в пешей доступности, море, магазины, рестораны, кафе. Есть даже бассейн, в котором можно приятно поплавать. Номера здесь, в принципе, такие относительно большие, просторные. Ремонт происходит в отеле в данный момент, когда мы снимали, поэтому номера все обновленные, либо которые еще не обновили, значит ждут реновации. Белье чистое тоже, да, ну, приятно реально находиться. Да? За такие деньги прям хорошая локация, хорошее место пребывания. Мне, в принципе, понравилось. Бассейн есть, иностранцев много, очень бронируют этот отель. Здесь есть завтрак, но он не шведский стол, а-ля карт. И, соответственно, блюда надо заказывать с вечера. Мне понравился отель, мне понравился бассейн и с хорошим видом на город, не на море, потому что где-то там вдалеке. Но в целом неплохо. Прям Да. приятно находиться. Я ему 8 поставил. Я тоже 8 поставил. Если будет возможность, какое-нибудь интересное предложение, с удовольствием заселюсь в этот отель. И следующее нас ждет Минора Гранд Дананг. Это продолжение. 2-й отель Миноров. Мы были в Миноре Премиум. В прошлом выпуске. В прошлом выпуске мы были в Миноре Премиум. Сейчас нас ждет Минора Гранд Дананг. Очень приятный отель. Встречает таким лобби с закосом 4-звездочный отель. Видно, что все старенькое, но кожаное самое главное. То есть совсем все следят. Очень приятно. Да, ремонт тоже делают. Номера разные, есть побольше, есть поменьше, в зависимости от ваших запросов. В принципе, все чисто. Видно, что следят. То есть она ухоженный номер. Есть вот, иногда в отель приезжаешь, вроде все хорошо, но такой убитый, как будто вот горничная. Есть отели во Вьетнаме, где горничные залетают втроем, и через 3 секунды все, уже уборка закончена. То есть смена полотенец, бутылочки поставили, кофе и все. И так пробежали, как будто убрали номер.
Как будто вы убрали номер. Да. Да. В целом неплохо. Бассейн есть на крыше, вид неплохой. Завтраки есть довольно неплохие. По крайней мере, я выбрал что-то поесть. Разнообразно. Разнообразные. А номера тоже есть разные, есть с балконами, ну, такими французскими балкончиками, с приятным видом, большие, просторные. Есть обычные без балконов. Тут тоже может на парковку выходить. Улица здесь тихая, находится чуть подальше от туристической улицы. Вторая, получается, если не ошибаюсь, по счету. Если отдохнуть и расслабиться, то хороший отель. Мне понравился, с удовольствием заеду. Я бы тоже вернулся, может быть, даже поставил 9 этому отелю. Да. Спокойно. По тому качеству я вот поплавал в бассейне, он с виду кажется такой невзрачный, но, в принципе, все довольно чисто. И хлорируется не хлоркой, а даже лимонной кислотой, в которой очень приятно купаться. Полотенце в бассейне для моря по запросу все выдается очень быстро. И завершает наш сегодняшний выпуск Night Sky Hotel, отель «Ночное небо». Довольно простой отель, семейный. Семья живет на первом этаже. Завтраки есть а-ля карт, выбираешь блюдо, и, соответственно, тебе приносят дополнительно еще фрукты. Да, там именно такое ощущение, ты приехал, как это, проживание в семье, Да, вот да. есть такое. Семья держит отель, на первом этаже живет, кухня, в которой они готовят, тебе приносят еду. А номера простые, то есть какого-то прям вау здесь не увидите. Но если вы хотите прям тишину, спокойствие, прям очень выгодно по цене получается, ну, поскольку удаленный, $12. поскольку удаленный район от всей туристической части, либо там жить на месте и что-то смотреть, потому что выбраться в центр довольно, ну, прям минут 40. Это до пляжа идти. Если какой-то туристический район, там еще... Ну, есть 40. рядом остановка автобуса. Автобус проходит по всей набережной и идет в Хойян. И в обратную сторону он идет на автостанцию, откуда можно уехать вообще в любые города. Поэтому тут надо смотреть, выбирать. Хотите спокойствия, это вот сюда. Какого-то вау или еще что-то не ждайте. За такие деньги, за такой бюджет, ну, в принципе... тишина, спокойствие будет здесь обеспечено. Бассейн есть, но маленький. Номера комфортные, спать было комфортно. В принципе, я бы ему 8 даже поставил бы этому отелю. Но я сниму только за расположение и такое вот, ну, что-то вот такое вот. Ну, я поставлю 7. То есть он хороший, но для 8 не дотягивает. Не забывайте, что все отели мы бронируем по ссылке в описании. Точно так же, как и авиабилеты. Ну что, составляем рейтинг. Сначала я бы поехал бы в Минора Гранд Дананг, затем переместился бы в Нау Бутик Отель, потом Селина Отель и Апартмент, Night Sky и закончил бы все в Валенсии. А может быть, ей бы и не заканчивал даже. Ну, мы составили рейтинг. Я составляю свой рейтинг. На первое место я, наверное, поставлю Минором, потом Бутик, Нау Бутик, затем Селина, затем Валенсия и затем Night Sky. Вот. Ну, а если выбирать по тому, как передвигаться по Неделю. городу, по недельке, да, нашу знаменитую недельку пребывания в Дананге, ну или в другой стране, как из этих отелей составить хороший маршрут. Я делаю следующим образом. Наверное, Минору на первое место, потом в Селину, затем, скорее всего, Валенсия, а затем Бутик. И напоследок оставлю Sky, там в принципе недалеко будет от аэропорта, как раз на другом берегу, и тишина, спокойствие, удовлетворение после шумного отдыха. Я бы точно так же провел бы эту замечательную неделю в Дананге. Прекрасно, на этом и сойдемся. 1 декабря у нас будет розыгрыш прохода в бизнес-зал, и мы узнаем имя победителя. Участвуйте, оставляйте комментарии под видео именно в этот отель, куда вы хотели, чтобы мы бы поехали. Любой комментарий любой оставляйте, конечно. Любой комментарий оставляйте под этим видео. Из них мы и выберем случайным образом с помощью рандомайзера победителя. Ну, вообще, смотрите наши другие видео, наши другие обзоры, ставьте лайки, пишите комментарии. Нам очень приятно, когда мы видим, что число подписчиков, число просмотров увеличивается, и нас это мотивирует, естественно, делать еще больше таких интересных и шоу, и других форматов. И плюс вот телеграм-канал открыли, куда тоже подписывайтесь, вот ссылочка, QR-код на экране. Что?
Скоро Новый год, точнее, уже на следующей неделе, когда мы будем записывать новый уже выпуск, и будем разыгрывать. Только зима пока не будет. Только. Ну, Новый год тоже приближается, зима, да. Новый год через месяц и 1 неделю. Это всего. И мы тут подумали, если вам интересно, раскроем такие тайные секреты, мы хотим записать топ трэш отелей и топ прикольных отелей по тем отелям, в которых мы побывали за этот год. То есть разные страны, разные города. Прикольно. Я думаю, получится. Ставьте лайки, смотрите дальше видео, подсказки появятся. Все по ссылкам в описании. Переходите и бронируйте билеты. Гостиницу тоже. Ну и всем пока-пока. Куда прям локтем. Да.